Наш разум может переключаться между состояниями сосредоточенности и мечтательного творчества на разных частотах. Некоторые мозговые волны способствуют спокойствию и умиротворению, в то время как другие способствуют глубокому мышлению и решению сложных проблем. Каждое психическое состояние является результатом сложных паттернов возбуждения наших нейронов, начиная от спокойной медитации и заканчивая интенсивной концентрацией. Возможно, существует возможность сознательно вызывать желаемые режимы осознания и улучшать наше функционирование, точно регулируя паттерны мозговых волн. Представьте себе, что вы можете без особых усилий переключаться на повышенную концентрацию внимания или креативность, когда вам это нужно. Вы избавляетесь от беспокойства, обретаете более глубокую мудрость и проницательность, повышаете свои способности к обучению и открываете свои сенсорные переживания. Намеренно настраивая симфонию в своем сознании, мы можем достичь желаемых психических состояний. Это руководство поможет тебе понять динамические колебания своего мозга и управлять ими, что позволит тебе овладеть мелодией своего разума. По мере изучения ты откроешь для себя уникальные функции, которые каждый частотный диапазон выполняет в познании, сознании и за его пределами. Вооружившись этими знаниями и используя предложенные техники, ты сможешь создать идеальный ментальный саундтрек для своей жизни и достижения целей. Раскрой невероятный потенциал владения мозговыми волнами и используй безграничную мощь своего разума. Человеческий мозг постоянно гудит от электрической активности, создавая симфонию импульсов, которые формируют моменты нашего бодрствования. Эти ритмические колебания, известные как мозговые волны, ответственны за наше восприятие, мыслей и чувства. Осознанные переживания приходят и уходят, влияя на уровень нашей бдительности от бодрствования до дремоты. Эти фоновые нейронные колебания играют решающую роль во всех наших когнитивных процессах, включая концентрацию внимания, обучение и память. Понимание тонкостей мозговых волн имеет решающее значение для раскрытия загадок сознательного разума. Мы можем намеренно настраивать наши мозговые волны для достижения оптимальных состояний сознания в различных целях, таких как повышение креативности или облегчение тревоги. Различные техники, такие как медитация, тренировка нейрофидбэка и светозвуковые технологии, могут помочь регулировать мозговые волны, синхронизируя их естественные ритмы. Понимание состояния мозговых волн позволяет нам оптимизировать осознанность и производительность за счет тонкой настройки нейронной активности. Изучение связей между сознательным опытом и нейрофизиологией – увлекательная тема в области неврологии. В будущем мы сможем использовать мозговые волны для широкого спектра применений, улучшающих работу мозга. Урок 1. Гамма-волны – это быстрый и яростный ум. Мы посвящаем значительное количество времени улучшению нашей карьеры, отношений, здоровья и других аспектов нашей жизни. Однако мы часто не осознаем самый важный ресурс, который позволяет нам улучшить нашу жизнь. Человеческий мозг. Используя гамма-волны, мы можем улучшить когнитивные способности и общее самочувствие. Гамма-волны, частота которых колеблется в пределах 40 Гц, помогают различным частям мозга работать сообща, что приводит к повышению концентрации внимания, улучшению обучения и более широкому осознанию происходящего. Исследования показывают, что всплески гамма-активности часто происходят непосредственно перед этим, прямо перед теми моментами озарения, откровения и вдохновения, которые приводят к творческим прорывам или принятию решений. Гамма-волны также синхронизируют нейронную обработку в разных областях мозга, что важно для создания сложных восприятий, воспоминаний и принятия сложных решений. Доступ к переходным гамма-состояниям может быть сложной задачей, но существуют различные способы задействовать потенциал этого диапазона частот. Практика осознанности или сострадания может помочь синхронизировать нейронную активность, делая ее более доступной и понятной. Гамма-колебания могут передаваться в мозг с помощью технологий звуковой и световой стимуляции, которые генерируют импульсы частотой 40 Гц в течение нескольких минут. Некоторые ноотропные добавки также поддерживают гамма-волны. Более того, занятие деятельностью, требующей сосредоточенного внимания, например, приобретение новых навыков,
могут активировать этот быстрый частотный диапазон и усилить когнитивные способности. Мы можем добиться положительных изменений в нашем мозге и улучшить нашу жизнь, регулярно получая доступ к гамма-волнам мозга. Эти волны улучшают способ обработки информации, улучшают связь между различными областями мозга и повышают эффективность нашей нервной деятельности. Постоянная ежедневная перекалибровка уровней гамма-излучения может оказать глубокое влияние на повышение способности к обучению, остроты ума, концентрации, вдохновения и других аспектов личностного развития. Давай воспользуемся богатством знаний, связанных с частотой гамма-излучения. Когда Майя отошла от сцены дебатов, все еще ощущая прилив адреналина от своих страстных рассуждений о реформе здравоохранения, что-то внутри нее изменилось. Когда она противопоставляла своим оппонентам хорошо продуманные аргументы, она испытала обостренное чувство ясности ума. Каждый факт был легко доступен, и ее реплики звучали непринужденно. Несмотря на давление, она оставалась энергичной, сосредоточенной и осознанной. Майя обнаружила нечто замечательное во время оживленной интеллектуальной дискуссии. Время от времени она испытывала всплески сильных эмоций, когда сталкивалась с трудными задачами, требующими от нее максимального мастерства. Майя провела исследование физиологии мозга, чтобы понять, как намеренно получить доступ к когнитивному заряду, который часто испытывают спортсмены, художники и ученые, известному как состояние потока, которое может привести к максимальной производительности. У них были одинаковые нейронные паттерны, сильные гамма-волны, свидетельствующие о синхронизации всей мозговой сети. Гамма-частота на уровне 40 максимумов способствует улучшению восприятия, решению проблем и концентрации внимания, плавно соединяя различные мыслительные процессы, позволяя идеям интегрироваться, а навыкам развиваться без особых усилий, без чрезмерного анализа. Майя развила способность вызывать гамма-волны посредством ежедневной медитации. Сосредоточив свое внимание и визуализировав всплески драфта, она подтвердила свою увлеченность. Постепенно она настраивала шкалу сознания, пока ее когнитивные способности неуклонно не возросли. Майя быстро развила способность поддерживать высокий уровень гамма-синхронизации в течение длительных периодов времени, что значительно улучшило ее концентрацию, логику и понимание ее курсовой работы. В результате она преуспела в своей команде по дебатам и испытала прилив творческих сил. Концепция зоны раньше была мимолетной и труднодостижимой даже для талантливых людей. Однако, благодаря пониманию нейропластичности, теперь возможно поддерживать состояние потока. Другие студенты быстро подошли к Майе, желая изучить ее метод. Под руководством Майи выросло поколение, обладающее профессиональными способностями, что привело к замечательным достижениям. Благодаря помощи одной женщины эти люди смогли раскрыть свои скрытые когнитивные способности и совершить замечательные подвиги, такие как лечение болезней, развитие космических путешествий и содействие процветанию для всех. Понимание и совместная работа могут привести к светлому будущему для всех. Гамма-волны – это самые быстрые колебания, генерируемые нейронными сетями в электрическом спектре мозга. Гамма-волны – это самая высокая полоса частот, которую можно обнаружить с помощью электроэнцефалографии. Эти быстрые и ритмичные разряды формируют основу нашего сложного восприятия и обработки информации, которые имеют решающее значение для сознания. Гамма-волны синхронизируют нейронные процессы, создавая целостный опыт и поддерживая исполнительные функции. Когда сенсорные сигналы поступают в мозг от глаз или ушей, гамма-колебания запускаются, чтобы связать и распределить соответствующие данные по соответствующим межрегиональным сетям. Это улучшает восприятие, ускоряя передачу сенсорных сигналов в соответствующие центры обработки, такие как зрительная кора или слуховая кора. С помощью синхронизированных гамма-ритмов, гамма-волны облегчают коммуникацию между различными группами нейронов, позволяя интегрировать и передавать информацию, которая необходима для восприятия и высших когнитивных способностей. Частоты гамма-диапазона могут усилить когнитивные способности и улучшить концентрацию внимания, способность к обучению, память и сенсорные ощущения.
Гамма-волны, как правило, усиливаются во время таких видов деятельности, как сосредоточение внимания, мышление, решение проблем, запоминание вещей, объединение идей, общение, моменты, медитация или глубокая сосредоточенность. Гамма-всплески часто происходят перед моментами озарения или понимания, указывая на синхронизированную сетевую активность, которая приводит к новым связям. Самые быстрые волны мозга питают системы, ответственные за наши самые продвинутые умственные способности. По мере развития модуляции мозговых волн будут расширяться возможности применения гамма-излучения для улучшения когнитивных функций. Урок 2. Бета-волна – активный и сосредоточенный ум в течение дня. Наше настроение, бдительность и когнитивные способности претерпевают изменения, приводящие к различным состояниям сознания. Бета-ритм связан с активным мышлением, решением проблем и концентрацией во время целенаправленных задач. Этот частотный диапазон помогает организовать работу нейронов для поддержания ясного мышления, интеллекта, сосредоточенного внимания и бодрствования. Визуализация мозга показывает повышенную активность бета-волн в лобной и теменной областях, когда мы концентрируемся, регулируем свои действия, делаем выбор и используем логические рассуждения для решения сложных задач. Мозг остается бдительным и подключенным с помощью бета-волн, которые имеют решающее значение для функционирования исполнительной системы. С другой стороны, чрезмерная бета-активность связана со стрессом, беспокойством и чрезмерной бдительностью. Медитация вызывает альфа- и тета-волны, которые помогают снизить чрезмерную бета-активность и способствуют спокойному сну с помощью дельта-волн. С развитием технологий мы теперь можем модулировать наши нейронные колебания, чтобы избирательно усиливать бета-волны. Это может привести к повышению производительности, лучшему пониманию, большей целеустремленности, улучшению остроты ума и стремлению выполнять задачи. Все это очень полезно для удовлетворения потребностей рабочего места и общества в целом. Научные круги. Возможно, скоро появятся новые технологии, которые помогут пользователям улучшить свое внимание и аналитические способности, когда они захотят, без каких-либо сложных процедур. Целенаправленно, шаг за шагом создавая идеальный ментальный состав, мы сможем достичь мастерства в управлении мозговыми волнами. Повседневные задачи могут вызвать повышенную активность бета-волн в различных частях мозга, включая лобные области. Эти виды деятельности включают в себя приобретение знаний, активное чтение, сосредоточение на письме, публичные выступления, решение математических задач, кодирование, внимательное вождение автомобиля, участие в спортивных состязаниях, музицирование, создание произведений искусства или заниматься рукоделием, ставить стратегические цели, составлять подробные планы и завершать рабочие проекты. Для улучшения концентрации внимания, мотивации, когнитивных способностей и достижений в академической, профессиональной и личной сферах может быть полезно усилить стимуляцию бета-волнами. Есть несколько способов активировать концентрированную полосу пропускания бета-волн, например. Включение сосредоточенной медитации в ваш распорядок дня может помочь улучшить вашу способность концентрироваться и более эффективно справляться со стрессом. Занимайтесь тренировкой мозга, компьютерными играми, которые стимулируют рабочую память, логическое мышление и скорость обработки информации. Овладение новыми интеллектуально стимулирующими способностями, которые требуют глубокой концентрации и логического мышления. Прослушивание аудио со встроенными ритмами бета-частоты. Восприятие звуков может быть легким. Я экспериментирую с устройствами нейрофидбэка, которые способствуют увеличению выработки бета-волн. Улучшаю питание и физическую форму, чтобы поддерживать здоровое состояние ума. Регулярный доступ к продуктивному психическому состоянию беты позволяет нам анализировать, решать проблемы и достигать наших целей, что ведет к более целеустремленной и активной жизни. Урок 3. Альфа-волна, расслабленный и рефлексивный ум. Наша повседневная жизнь предполагает переход от периодов интенсивной умственной концентрации на внешних вопросах к более расслабленному периоду самоанализа. Одна важная мозговая волна, которая играет важную роль в спокойном саморефлексии, называется альфа-волной и имеет частоту от 8 до 12 Гц. Когда мы позволяем своему разуму блуждать, воображать или задействовать свои творческие способности, альфа-волны проходят через зрительную кору и по всему мозгу.
Эта полоса пропускания соответствует состоянию глубокого расслабления и бодрствования, которое связано с созерцанием, воображением и осознанностью. Успокаивающие ритмы альфа способствуют ощущению спокойствия и помогают нам обрести ясность среди хаоса нашей напряженной жизни. Образы, идеи и воспоминания легко возникают на волнах альфа, позволяя размышлять о пережитом. Чрезмерная альфа-активность может вызвать сонливость и затруднить сосредоточение на важной информации. Медитация помогает развить способность к концентрации и усиливает рефлексивные способности ума, не вызывая сонливости. Подключаясь к альфа-полосе частот, мы можем открыть мир воображения, улучшить наше визуальное мышление и обрести более глубокую мудрость, чтобы обогатить нашу внутреннюю жизнь и добиться большего успеха во внешнем мире. В настоящее время разрабатываются такие методы, как нейрофидбэк, аудиовизуальное вовлечение и нейронная стимуляция, которые помогают использовать преимущества альфа-волн мозга, исходящих из нашего подсознания. Есть несколько успокаивающих упражнений, которые могут помочь стимулировать альфа-волны, что может повысить креативность и саморефлексию. Некоторые практики, которые могут способствовать расслаблению и душевному спокойствию, это медитация, молитва, осознанность, чтение в спокойной обстановке, проведение времени на природе, прослушивание успокаивающей музыки, принятие горячих ванн или душа, выполнение мягких упражнений йоги. Естественное пробуждение без будильника, дневной сон и участие в занятиях, которые способствуют спокойному и сосредоточенному состоянию ума. Усиление альфа-волновой стимуляции может принести большую пользу, поскольку мы стремимся развивать творческие способности, интуицию, духовную связь и здоровье души и тела. Есть несколько способов активизировать спокойное и осознанное состояние альфы, например. Изучите техники медитации с открытым фокусом, способствующие возникновению состояния спокойствия и непредубежденности. Наслаждайтесь безмятежностью зеленых насаждений природы. Прослушивание бинарных ритмов альфа-волн или эмбиентной музыки может быть довольно простым и понятным занятием. Экспериментируйте с устройствами биологической обратной связи, которые способствуют увеличению выработки альфа-энергии, совершенствуйте технику дыхания и придерживайтесь сбалансированной диеты для усиления альфа-реверберации. Погружайтесь в спокойные визуальные образы, сохраняя при этом спокойное интроспективное состояние. Регулярно получая доступ к глубоко омолаживающему ментальному состоянию альфы, связанному с вдохновением, визуальным мышлением и внутренней мудростью, мы можем подготовиться к тому, чтобы преуспевать в жизни с осознанностью, благодарностью и творческой самореализацией. Четвертый урок посвящен тета-волне, интуитивному и творческому мышлению. Тета-волны позволяют глубже исследовать себя, раскрывая творческие способности, расширяя сознание и обретая более широкое понимание смысла жизни. Эта более медленная частотная палитра вызывает наше внутреннее состояние, связанное с личными истинами, всплесками творчества, божественным вдохновением, чутким пониманием и духовностью. Однако чрезмерная сонливость может затруднить применение способностей Теи в повседневной жизни. Отдавая приоритет здравому смыслу и работая в быстром темпе, мы упускаем из виду преимущества более медленных тета-волн, которые способствуют личностному развитию. Однако такие практики, как медитация, гипноз, осознанные сновидения и погружение в естественную среду, могут получить доступ к этому глубокому колодцу инстинктов, воображения и подсознания. Мысли. Используя силу мозговых волн, у нас есть потенциал сформировать светлое будущее для человечества, направляя нас к более просвещенное и этичное существование. Сара, начинающий музыкант, пережила моменты глубокого единения на сцене, когда она без усилий играла оригинальные мелодии на пианино, полностью поглощенная музыкой. В этих полутрансовых основах возникали чарующие миры, невольно вызывающие глубокие эмоции у слушателей. Полностью сформировавшиеся музыкальные мотивы воплотились в жизнь. А владение искусством достижения этого состояния потенциально может привести к созданию более просветляющих композиций, которые вдохновляют на коллективное пробуждение. Сара обнаружила, что во время творческого потока мозговая активность замедляется до тета-диапазона от 4 до 7 единиц, что указывает на усиление связи между различными частями мозга.
Бета-волны способны раскрыть ваше подсознательное воображение, в то время как бета-волны могут ограничить ваше мышление. Прорывные идеи возникают, когда ее разум приводится в восприимчивое состояние. Сара разработала ежедневную практику медитации, в которой она сосредотачивалась на своем дыхании и представляла, как идет по прекрасному пляжу. Это помогло ей войти в состояние глубокого расслабления и внутреннего спокойствия, даже когда она сталкивалась с внешними отвлекающими факторами. Она почувствовала покалывание в позвоночнике, которое сигнализировало о ее прибытии в портал Тета. Сара сидела за пианино, наигрывая простые мелодии и записывая тексты песен, которые вдохновляли ее на творчество. Она хотела убедиться, что не забыла ни одной из своих музыкальных идей или поэтических размышлений. Сара быстро освоила технику стимулирования коротких всплесков тета-волн ранним утром, когда ее творческое вдохновение достигало пика. Когда она проводила время наедине с природой, у нее возникали яркие мечты, наполненные музыкальными мотивами, которые она позже записывала. Со временем Сара оттачивала свое мастерство и превращала свои первоначальные композиции в захватывающие произведения искусства, появляющиеся из ранее неизведанных областей воображения. Вскоре было выпущено множество новаторских альбомов, которые удовлетворили ее глубокие творческие устремления. Некоторые виды деятельности, связанные с исследованием своего внутреннего «я», связаны с усилением активации тета-волн, что усиливает воображение, креативность и доступ к более глубоким мыслям. Некоторые практики, которые можно изучить, это медитация, молитва, трансовые состояния, осознанные сновидения, экстрасенсорный ченнелинг, гипноз, регрессия в прошлую жизнь, изоляция в плавучем резервуаре, психоделические состояния и упражнения по творческой визуализации. В нашем путешествии к углублению нашего понимания, исцелению от прошлого опыта, расширению нашего осознания и подключению к более высокому чувству духовности. Изучение способов усиления стимуляции тета-волн может оказать глубокое влияние. Есть несколько способов активировать неуловимую полосу пропускания тета, например. Попробуйте включить в свой распорядок дня медитацию с мантрами или осознанное дыхание, чтобы помочь вызвать более медленные тета-ритмы. Слушайте звук, который пульсирует с частотой от 5 до 8 Гц. Испытайте блаженство, плавая в изолированных резервуарах или соляных ваннах, устраняя внешние отвлекающие факторы. Используйте устройства биологической обратной связи, которые усиливают генерацию тета-волн, чтобы получить более полноценный опыт. Рационализируйте питание и добавляйте натуральные добавки, способствующие оптимальной тета-активации для здорового ума. Направляйте свое внимание внутрь себя, позволяя своему разуму свободно блуждать. Благодаря регулярному исследованию тета-состояния мы можем задействовать свое воображение, раскрыть внутренние истины, найти вдохновение и испытать глубокое чувство взаимосвязанности. Это может привести к более просветленной и полноценной жизни, в которой мы сможем полностью реализовать свой человеческий потенциал. Урок 5. Дельта-волны, обновляющие и регенерирующие сознание дельта-волны, позволяют достичь состояния глубокого расслабления и омоложения, временно приостанавливая воздействие внешних органов чувств и сознательное мышление. Во время ограниченного дельта-волнового сна иммунная, эндокринная, сердечно-сосудистая и другие важнейшие системы выполняют важные домашние задачи. Связи в повторяющихся дельта-волновых циклах усиливаются нейронными сетями, связанными с обучением и памятью. Мы просыпаемся отдохнувшими и заряженными энергией, с обновленным чувством эмоционального равновесия и ясности ума. Однако в современном мире, где все постоянно взаимосвязано, многим людям трудно выспаться как следует. Когда генерация нарушенных дельта-волн не в состоянии полностью восстановить важные функции. Это может привести к усталости, когнитивным нарушениям, капризности и долгосрочным последствиям для здоровья. Уделяя особое внимание гигиене сна, мы можем увеличить количество дельта-волн. В будущем достижения в области манипулирования мозговыми волнами могут привести к еще большему повышению эффективности дельта-волн. Мы должны ценить и беречь благотворное влияние дельта-волн на наше самочувствие. Спи особенно медленно. Волновой сон с высокой амплитудой дельта-волн – это основной фактор, который позволяет нам достигать восстановительных дельта-состояний. Понимание важности достаточного количества сна и достижения глубокого восстановительного отдыха имеет решающее значение для нашего общего благополучия. В это время наш мозг и тело подвергаются существенному омоложению благодаря циркуляции дельта-волн. Дневной сон с дельта-ритмами также может оказать омолаживающее действие.
Дополнительные виды деятельности, связанные с дельта-ритмами, такие как нейронная активность, включают в себя достижение состояния глубокой медитации, которое приводит к трансцендентальному осознанию, сводя сенсорную активность к минимуму. Научись усиливать резонанс дельта-волн с помощью методов биологической обратной связи. Нейростимуляции можно достичь с помощью звуковых сигналов или электрического тока, пульсирующего с частотой от 0,5 до 4 Гц. Испытайте успокаивающий эффект флотационной терапии в изолированных резервуарах, где внешние сенсорные сигналы полностью блокируются. Вот несколько советов, которые помогут вам активировать драгоценные дельта-состояния. Установите регулярный режим сна, чтобы обеспечить спокойный сон в течение всей ночи. Устраните факторы, которые нарушают сон, такие как шум и освещение, и измените режим сна для лучшего отдыха. Занимайтесь успокаивающими действиями перед сном, вдали от электронных экранов. Подумайте о том, чтобы включить в свой рацион такие добавки, как магний, глицин, мелатонин и адаптогены. Попробуйте перед сном выполнить успокаивающее дыхательное упражнение. Вы также можете улучшить свое расслабление, используя утяжеленные одеяла, которые создают успокаивающее ощущение. Используйте обычную дельта-волну. Полноценный и восстанавливающий силы сон необходим для нашего физического и психологического благополучия, позволяя нам подходить к каждому дню с оптимальным самочувствием и работоспособностью. Урок 6. Используйте звук и свет для возбуждения мозговых волн. Увлекательная область воздействия на мозговые волны направлена на непосредственное воздействие на ритмы нашего мозга посредством сенсорной стимуляции, помогая направлять наше психическое состояние к определенным состояниям сознания. Нейронные колебания, управляющие познанием и осознанностью, могут синхронизироваться с внешними ритмическими стимулами. Захват мозговых волн использует пульсирующие аудиовизуальные сигналы, настроенные на определенные частоты, чтобы привести электрическую активность мозга в резонанс. Например, исследователи обнаружили, что воспроизведение серии звуковых сигналов с частотой 10 Гц может помочь вызвать у испытуемых расслабленное, но в то же время бодрствующее состояние. Мозг имеет тенденцию синхронизировать свои внутренние электрические ритмы с внешним сигналом, который он получает, что известно как реакция, следующая за частотой. Паттерны альфа-волн становятся более доминирующими в нейронных сетях, что облегчает понимание конечного результата. В различных протоколах используются разные методы доставки ритмических стимулов к сенсорным путям мозга. Эти методы включают использование наушников, мерцающего света, электрического тока или биений биноля, которые смешивают слишком близкие частоты, чтобы создать фантомные биения, закодированные в звуке. У нас есть возможность влиять на наши мозговые волны, используя неинвазивные методы захвата. Это позволяет нам вызывать и оптимизировать желаемые состояния сознания, которые связаны с повышением креативности, снижением стресса, умиротворенным настроением, более глубоким сном и многим другим, в зависимости от наших целей. Однако важно разработать качественные протоколы для устранения потенциальных рисков, связанных с неправильным манипулированием мозговыми волнами. Эффективные программы вовлечения могут использовать естественную способность мозга синхронизироваться с ритмичными входными сигналами, помогая направлять нейронные колебания в состояния, свободные от отвлекающих факторов и способствующие исследованию сознания. Захват мозговых волн направлен на то, чтобы воздействовать на наш разум. Это достигается путем синхронизации нейронной активности с импульсами света или звука, настроенными на определенные частоты. Существуют различные способы представления ритмических стимулов, которые могут изменять мозговые ритмы, известные как реакция, следующая за частотой. Бинауральные ритмы работают за счет воспроизведения звуков разной частоты в каждом ухе, что помогает синхронизировать электрические сигналы мозга. Например, когда вы слушаете звук высокой частоты 430 Гц в одном ухе и 420 Гц в другом ухе. Это создает явление, называемое фантомными бинауральными ритмами. Эти ритмы пульсируют с частотой 10 Гц и могут помочь стимулировать резонанс альфа-волн в вашем мозге посредством этой слуховой иллюзии. Использование изохронных тонов предполагает испускание одного тона, который включается и выключается в ритмичном порядке. Это создает равномерно распределенные звуковые импульсы, которые могут эффективно захватывать мозговые волны и сводить к минимуму необходимость во взаимодействии. Возможно ли, что обработка полушариями 100 изохронных тонов может привести к гамма-синхронизации, которая связана с повышением когнитивных функций и бдительности?
Монотонные ритмы генерируют интерференционные паттерны биения, комбинируя основной несущий тон с наложенными мелодическими тонами, которые стимулируют частоту мозговых волн. Монотонные методы могут стать более эффективными за счет уменьшения зависимости от внутренней обработки. В дополнение к звуку, мерцающий свет и изображение на определенных частотах могут также воздействовать на региональные мозговые волны, синхронизируясь со зрительной корой, хотя и в меньшей степени, чем на более фундаментальный слуховой путь. Использование комбинированной аудиовизуальной ритмической стимуляции может помочь оптимизировать работу коры головного мозга и достичь желаемых состояний сознания. От бодрствования до спокойствия. Урок 7. Мозговые волны во время цикла сна. В нашу быстро развивающуюся цифровую эпоху, когда нас постоянно бомбардируют информацией и мы испытываем высокий уровень стресса, важно хорошо выспаться ночью. Сон может стать проблемой для тех, кто борется с отвлекающими факторами и беспокойством. Понимание электрических ритмов нашего мозга может помочь нам выбрать образ жизни, который способствует лучшему сну и более энергичному утру. Понимание наших циклов сна предполагает распознавание предсказуемых волновых паттернов, которые обеспечивают необходимое восстановление. Когда мы начинаем погружаться в сон, успокаивающие альфа-волны постепенно уменьшаются и заменяются тета-волнами, которые указывают на состояние легкой дремоты, и обычно возникают с частотой от 4 до 7 Гц. Однако наш сон становится более восстановительным, когда дельта-волны имеют частоту ниже 4. Герцы становятся доминирующими. Чем медленнее частота, тем глубже становится наш сон. Этот тип сна, насыщенный дельта-волнами, служит для восстановления работы мозга и тела, обеспечивая физическую и умственную подпитку после активного дня. За это время укрепляется наша иммунная система, регулируются гормоны, укрепляются воспоминания и многое другое. Отдохнуть от внешних стрессоров. Недостаточное количество сна с дельта-волнами может негативно сказаться на вашем общем самочувствии. Мы можем усилить восстанавливающие свойства дельта-волн, внедрив методы гигиены сна, которые сводят к минимуму нарушения сна. Соблюдая постоянный режим сна, сводя к минимуму отвлекающие факторы ночью, избегая использования свинцовых экранов перед сном, используя плотные шторы, и принимая во внимание такие добавки, как магний и мелатонин. Вы можете поддержать свой мозг в организации спокойного ночного сна. Тогда мы сможем встречать каждый новый день с чувством целей и энергии. Теперь, когда у нас есть информация, становится ясно, что различные стадии сна связаны с определенными паттернами мозговых волн, которые играют решающую роль в процессах восстановления за ночь. Мы можем улучшить качество сна и повысить дневную работоспособность, стимулируя нейронные колебания, связанные с глубоким восстановительным сном. К счастью, вы можете усилить выработку дельта-волн ночью, внеся простые изменения в свой образ жизни, и используя технологические вмешательства, направленные на максимальное увеличение продолжительности медленно-волнового сна, используя информацию из активности мозговых волн. Устанавливайте постоянный график сна на продолжительные периоды времени. Устраняйте факторы, которые нарушают сон, такие как шум, освещение и неудобные кровати. Воздержитесь от употребления стимуляторов, таких как кофеин и никотин, перед отходом ко сну. Употребляйте натуральные добавки, такие как магний, глицин и мелатонин. Прослушивание модулированных акустических стимулов или музыки с ритмами дельта-волн может быть легко воспринято. Изучаем устройства для нейростимуляции, которые могут усиливать естественные дельта-ритмы. Используя определенные техники, мы можем эффективно стимулировать генерацию дельта-волн, которые могут обеспечить нашему телу и мозгу необходимое низкочастотное очищение. Ощути преимущество повышенной ясности ума, эмоционального равновесия и новой энергии для преодоления повседневных трудностей. Алекс изо всех сил пытался найти покой. Их глаза устали после часа бесплодных попыток заснуть, когда они были прикованы к тускло освещенному потолку. Однако его разум постоянно бурлил от избытка адреналина, поскольку он обнаружил, что снова и снова прокручивает в голове ежедневные стрессы. Несмотря на то, что его измученное тело отчаянно нуждалось в отдыхе, Алекс прекрасно понимал, что сегодня ночью, когда часы пробьют 3 часа ночи, сон будет ускользать от них. Несмотря на то, что он чувствовал себя измотанным, его разум продолжал лихорадочно работать. Алекс обнаружил, что попал в круговорот
род разочарований, из-за чего ему было трудно сосредоточиться на своей бухгалтерской работе из-за растущей усталости. Он жаждал бодрящего ощущения пробуждения по-настоящему обновленным. Изучая способы борьбы с хронической бессонницей, Алекс обнаружил удивительную связь между паттернами мозговых волн и качеством сна. Оказывается, во время сна наш мозг переключается на разные частоты, что играет решающую роль в облегчении восстановительных этапов. Сбои в этом процессе препятствовали медленным дельта-волнам глубокого сна, в которых нуждались его тело и разум. Алекс быстро записался на программу дельта-волнового сна, разработанную для улучшения естественного режима сна. После использования методов оптимизации сна в течение нескольких недель Алекс заметил значительные улучшения. Количество времени, затрачиваемого на сон, увеличилось, и данные приложения показывают, что больше времени тратится на восстановительный медленно-волновый сон, который характеризуется генерированием большого количества дельта-волн частотой ниже 4 Гц. Вскоре Алекс проснулся отдохнувшим и готовым приступить к своим будням с обновленным чувством позитива и ясности ума. Урок 8. Медитация и связь альфа и тета волн мозга. Медитация получает все большее признание как практика, способствующая развитию ума, оздоровлению тела. Исследования нейронных коррелятов выявляют связь между медитативными состояниями и повышенной активностью альфа и тета волн головного мозга. Эти частоты связаны с состоянием бодрствующего расслабления, саморефлексии и интуитивного спокойствия. Медитация с открытым фокусом предполагает сочетание сенсорной информации с внутренним наблюдением, чтобы оставаться в настоящем моменте. Это позволяет замедлить когнитивные процессы в направлении тета-границ, которые существуют между сознательной и бессознательной обработкой информации. Понимание того, как управлять интенсивностью альфа и тета-волн, может позволить людям сознательно переходить от состояния бодрствования к глубокой медитации. Усиление альфа-диапазона с помощью медитации может способствовать расслаблению и повышению эмоционального позитива. Понимание и практика волновой стимуляции данных может привести к улучшению творческих способностей, способности решать проблемы, рабочей памяти и осознанию глубокого смысла происходящего. Нейронные корреляты дают ценную информацию о древних традициях осознанности, которые помогают избавиться от стресса, тревоги и страданий посредством развития осознанности. Было обнаружено, что различные медитативные практики оказывают различное воздействие на мозговую активность. Эти практики могут помочь людям достичь определенных состояний сознания, которые соответствуют их целям, таким как снижение стресса, повышение креативности, обретение самости, проницательность и многое другое. Медитация с сосредоточенным вниманием помогает улучшить концентрацию, направляя ваше внимание на один объект, например, на ваше дыхание. Эта практика помогает уменьшить количество отвлекающих факторов и усиливает мозговую активность, связанную с бдительностью и бодрствованием. Контролирующая медитация позволяет испытывать ощущение без фиксации, способствуя замедлению альфа-волн, связанных с состоянием спокойствия и интроспективного осознания, что идеально подходит для расслабления. Мантра-медитация, основанная на восточных традициях, включает в себя непрерывное повторение символического слова или фразы. Было обнаружено, что эта практика усиливает силу тета-волны, которая ассоциируется с интуитивным, спокойным творческим озарением и ощущением выхода за рамки обычных переживаний. Методы управляемой визуализации могут помочь вам получить доступ к эмоциям и воспоминаниям, которых обычно трудно достичь сознательно. Практикуя наблюдение за своим внутренним состоянием, опытные медитирующие могут достичь повышенной гамма-синхронизации во всех сетях своего мозга. Это указывает на высокий уровень интеграции, известный как когерентность всего мозга, которую часто называют просветлением в духовном контексте. Овладение осознанностью позволяет нам использовать наши врожденные способности к исцелению, творчеству и мудрости. Урок 9. Мозговые волны лучших исполнителей и состояние потока. Когда художники, спортсмены и ученые полностью погружены в свои занятия, они часто испытывают состояние глубокой концентрации, в котором их навыки проявляются наилучшим образом. Творческий процесс протекает без усилий, а время, кажется, растягивается.
Нейробиология выявляет закономерности повышенной активности бета-волн мозга, которые повышают производительность на пике. Состояние потока с оптимальным соотношением бета- и альфа-частот позволяют проявлять инновационную импровизацию, выполнение сложных навыков и художественное мастерство. Овладение искусством использования бета-волн для концентрации внимания и избегания отвлекающих факторов или стрессовых реакций приводит к концентрации без усилий. Используя методы биологической обратной связи с мозговыми волнами и ритмы нейростимуляции, люди могут тренировать свои навыки для повышения частот исполнительного контроля бета-волн. Этого можно достичь с помощью занятий, которые развивают поглощающее внимание. Технологические вмешательства могут усилить усиление определенных частот в диапазоне от 15 до 30 высоких частот. С помощью слуховых ритмов, персонализированных протоколов или нейрофидбэка, который поощряет повышенную бета-активность. Эти вмешательства полезны в различных областях соревновательной деятельности, начиная от академической и заканчивая легкой атлетикой. Раскрытие состояния потока можно было бы сделать более доступным, задействовав оптимальные зоны бета-тестирования. Методы медитации осознанности также могут помочь развить способность справляться с болью и дистрессом, отделяя эмоциональные суждения от физических ощущений посредством повышения осознанности. Воздействие тренировки на нейронные цепи сострадания может привести к захватывающим возможностям в облегчении страданий. Используя естественную жизнестойкость внутри нас, мы приближаемся к исцелению ран, которые сами себе нанесли. По мере того, как продолжающиеся исследования все больше раскрывают связи между паттернами нашей нервной активности и здоровьем, появляется все больше возможностей оптимизировать результаты оздоровления за счет положительного влияния на мозговые волны. Во время глубокого сна мозг вырабатывает медленные дельта-волновые ритмы, которые помогают в важных биологических процессах. Эти процессы включают восстановление тканей, удаление отходов жизнедеятельности, регулирование гормонов и закрепление воспоминаний. Это помогает омолодить как разум, так и тело. Недостаток глубокого сна может негативно сказаться на вашем общем функционировании в долгосрочной перспективе. Усиление альфа-волн в мозге на частоте от 8 до 12 Гц может помочь вызвать состояние глубокого расслабления и осознанности. Это может эффективно уменьшить стрессовые реакции, а также снизить частоту сердечных сокращений и дыхания. Это способствует ощущению спокойствия, которое необходимо для поддержания хорошего психического здоровья. У людей с тревожными расстройствами, как правило, снижается альфа-активность. Аудиовизуальные тренинги могут повысить настроение за счет улучшения альфа-резонанса. Когда бета-волны становятся слишком активными на частоте более 13 Гц, это может быть связано с негативными состояниями, такими как тревога, бессонница или зависимость. Эти состояния возникают, когда постоянно активизируется реакция организма на борьбу или бегство, что нарушает его естественный баланс. Снижение чрезмерной бета-активности с помощью успокаивающих препаратов или нейрофидбэка может помочь решить эти проблемы. Достижение оптимального самочувствия предполагает оптимизацию времени, проводимого в каждой зоне, от спокойных дельта- и альфа-зон до умеренно активных бета-зон. Открытие того, как создавать собственные симфонии мозговых волн с помощью новых вмешательств, открывает новые возможности для будущего. Урок 10. Оптимизация мозговых волн на протяжении всей жизни. По мере того, как мы проходим различные жизненные этапы, паттерны наших мозговых волн меняются и влияют на наше развивающееся сознание. Мы можем эффективно влиять на наши нейронные колебания, чтобы поддерживать когнитивную активность на протяжении всей нашей жизни. В раннем детстве мозг наполняется медленными тета- и дельта-волнами, которые способствуют нейропластичности, позволяя нам усваивать новую информацию. Однако по мере того, как дети переходят в подростковый возраст, их быстрые бета- и гамма-волны становятся сильнее, позволяя им развивать навыки исполнительного функционирования, улучшать концентрацию внимания и справляться с множеством задач по мере того, как они справляются с новыми академическими и социальными вызовами. В раннем и среднем взрослом возрасте гармоничный баланс альфа- и тета-волн играет решающую роль в преодолении стресса, связанного с карьерой и семейными обязанностями. Эти волны также способствуют глубокому самоанализу, поиску цели и раскрытию творческих способностей. Однако с возрастом наша физическая жизнеспособность постепенно снижается.
С возрастом снижение тета и гамма-мощности может повлиять на наши когнитивные способности, включая точность, скорость обработки информации и формирование памяти. Недавние исследования показывают, что поддержание гибкой высокочастотной полосы частот с возрастом может быть достигнуто с помощью различных методов, таких как фитнес, осознанность, когнитивные тренировки и пожизненное обучение. Образование. Эти практики могут помочь нам поддерживать более молодой уровень реагирования. Практики мудрости направлены на развитие более медленных альфа и тета волн мозга, чтобы противостоять ментальной ригидности. В конечном счете, поддержание различных нейронных ритмов может помочь нам сохранить важные способности, которые способствуют нашему общему удовлетворению, независимо от того, сколько времени у нас есть. На протяжении всего нашего жизненного пути, от детства до отрочества, от юности до среднего возраста и далее, наши мозговые волны естественным образом претерпевают изменения. Некоторые частоты уменьшаются, в то время как другие увеличиваются, а затем снова уменьшаются предсказуемым образом. Однако недавние научные открытия показывают, что осознанный выбор образа жизни может эффективно регулировать эти изменяющиеся нейронные ритмы, способствуя оптимальной когнитивной функции и общему благополучию независимо от возраста. В юности бета-волны играют ключевую роль в легком кодировании воспоминаний и развитии воображения. По мере того, как мы становимся старше, бета-частоты активизируются, позволяя нам развивать зрелую концентрацию внимания, критическое мышление и контроль над импульсами. По мере того, как мы становимся взрослыми, наша способность осознавать настоящий момент и размышлять о себе становится более сбалансированной. Это также время, когда наши знания и навыки достигают наивысшей точки, даже несмотря на то, что может начаться некоторый когнитивный спад. Однако, занимаясь регулярными видами деятельности, которые стимулируют наше сердце и умы, такими как изучение новых вещей, решение когнитивных задач и поддержание физической активности, мы можем поддерживать и быстрые бета и гамма-волны, связанные с исполнительным функционированием, даже в более поздние годы нашей жизни. Достаточное количество сна очень важно для нашего общего благополучия. Это помогает нашему телу отдохнуть и восстановить силы, а также способствует спокойному и сосредоточенному состоянию ума. Уделяя первостепенное внимание качественному сну и внедряя техники релаксации в нашу повседневную жизнь, мы можем сохранить молодость и бодрость духа. Заключительный урок. Мозговые волны. По мере того, как мы приближаемся к концу нашего исследования роли мозговых волн в познании и осознанности, теперь у вас есть лучшее представление о значительном влиянии этих постоянных изменений нервных ритмов влияет на наше сознание. Каждый частотный диапазон играет решающую роль в сложной структуре сознания, которая формирует наше существование. От интенсивной сосредоточенности, обеспечиваемой гамма и бета-паттернами, до расслабленных и вдумчивых состояний альфа-потока, внутренних искр и восстанавливающих дельта-волн, испытываемых во время сна, эти частоты выполняют важные функции. На протяжении всей нашей повседневной жизни мы неосознанно ощущаем сложную электрическую активность мозга, которая помогает нам переходить от бодрствования к засыпанию. Этим процессом управляет замечательный дирижер, на которого мы редко обращаем внимание. Однако понимание связи между определенными мозговыми волнами и умственными способностями имеет решающее значение для достижения желаемого состояния ума. В настоящее время доступны инструменты, которые позволяют легче, чем когда-либо прежде, ориентироваться на различных уровнях осознания. Понимание электрических импульсов нервной системы и отработка техник выравнивания наших частот могут открыть новые возможности среди отвлекающих факторов современной жизни. Следите за тем, чтобы ваше внимание оставалось устойчивым, и используйте бета-сигналы, чтобы направить ваши мысли к вашим целям. Успокаивающие альфа-волны дают ощущение спокойствия, когда вы сталкиваетесь с непреодолимым давлением. Найди более мудрые пути, подходя к дилеммам с новаторским подходом. Не забывай уделять достаточно времени восстанавливающим дарам дельты, которые обновляют твое тело и душу каждую ночь. Для решения любых проблем существует решение на основе мозговых волн. Это гарантия того, что ты сможешь использовать силу постоянно меняющихся мыслей своего разума, используя информацию, которой ты располагаешь сейчас. Для целенаправленного создания идеальная фоновая музыка для ума, момент за моментом, когда вы полностью раскрываете свой потенциал и испытываете истинное удовлетворение. Давай работать вместе, чтобы достичь гармонии и единства между всеми людьми. А теперь иди окунись в свои неповторимые волны жизни.